Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня я буду реализовывать нежить, потому что под роликом, где я просил 50 лайков, собралось 50 лайков и даже чуточку больше. Поэтому жаль, что реликвии, конечно, не те, которые мне хотелось бы, но в принципе награда за гоблинов мне подойдет. Подойдет. Ну и в принципе и метаморфоз мне подойдет, который мне хпшку регенит. Короче, реликвии в принципе адекватные. Хотя на самом деле я бы хотел, чтобы у меня было гнездо Маморы, но... Это обоюдоострый меч, поэтому если было бы гнездо Маморы, то, скорее всего, было бы здесь какая-то имба, и было бы невозможно сыграть на нежити. Но, в принципе, для нежити и гнезда Маморы у меня есть идея. Смотрите, я вам ее озвучу, может кто-то попробует ее воплотить в жизнь. Как мы знаем, что Monkey King, Антимаг — это две имбы на этот патч, если есть гнездо Маморы. Так вот, так как это имба, и на этот патч ее сложно контрить, то смотрите. Собирайте антимага в 3 звезды через гнездо Мамора. Либо же Манки Кинга в 3 звезды, естественно. Идеально, конечно, через гильдов играть, потому что там никакого контроля нету. Вы станете, контроль... Короче, вы понимаете, почему гритеры лучше, чем вот в нежить запихнуть. А вот у меня возникла идея. Возьмите антимага, засуньте в Мамору и соберите 9 нежити. Да, вы там получите дебаф, естественно, на нежить, точнее, от нежити на антимага, либо же на Манки Кинга, но плюсов, соответственно, больше, потому что, хотя, я думаю, это бред. Вот я сейчас так, знаете, вам говорю, а сам понимаю о том, что это, ну, это бред. Как-то бредово немножечко звучит, потому что какой-то гритер под Манки Кингом в тройку будет намного эффективнее, нежели вот эти вот 9 нежити. Хотя это обоюдоострый меч. Если же, допустим, будет какой-то Манки Кинг, либо же антимаг с хорошими шмотками, то есть, ну как антимаг с хорошими шмотками? Мантимаг, мантимаг, мантимаг. Мантимаг, все, поняли. Короче, запишем, это не антимаг больше, это мантимаг. Блин, мне так хорошо со старта идет, аж подозрительно немного. Ну ладно, ловим кайф с этого. Блин, ну я возьму барабан. На самом деле я хочу играть сегодня через Муэрту. То есть, так как нет гнезда Мамора, есть в принципе жезл Киры, хотя он мне абсолютно не нужен, но в принципе мне бы подошла реликвия, это шлем Ареса, потому что я бы взял 7 уровень, юзнул бы этот шлем Ареса, и у меня был бы большой шанс на то, что у меня, ну как большой, 1% шанс, очень большой шанс, но какой-никакой он бы был у меня на 7 уровне. Это 1% на легендарную фигуру. Что у нас тут вообще по легендаркам? Так, а ну включись. С третьего раза я включил. Ух ты, а легендарки тут прям будь здоров. Не хватает только Джакира. Тут есть спектра, есть лич. Спектра, конечно, полное дерьмо. Я убедился в этом миллион тысяч раз и познал эту жизнь от А до Я. На игре, когда играл на спектре, я ее кирил как угодно. И... Ого. Так, не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Рандом, конечно, более-менее меня сейчас подслащивает, судя по всему, но мы на это не ведемся. Мы на это не ведемся, поэтому не отвлекаемся. Хотя на самом деле, блин, неплохой такой у меня стол со старта. Мне нравится. Мне реально нравится. Надеюсь, конечно, мне придет спектра ранее. Точнее, лучше даже лич. Хотя и тот тоже было бы прекрасно. То есть, короче, мне нужен лич, мне нужна спектра. Все, два этих персонажа мне необходимы. И, наверное, я буду играть через Муэрту. Надеюсь, конечно, мне повезет, что Муэрта будет приходить. Если будет приходить, то будет все, ну, чики-бомбони просто отлично. И надеюсь, какие-то войны против меня не соберутся. Так вот, давайте я расскажу идею по поводу вот Манки Кинга и Антимага. Если будет Мантимаг с посохом третьего тира в троечку, с гиперстонами, какими-то там бусами на отхил, то прикиньте, да, у вас там будет минус 40% хп, но и у вашего противника будет минус 40% хп. Вы настакали этот посох, у вас там 2400, если не ошибаюсь, урона, так 2600, да, 2400 урона будет магического с каждого юзания скилла антимага. И вот прикиньте, когда у вашего противника не 3000 хп, а 1500, вы этим антимагом будете ваншотать все и вся. Хотя на самом деле, зачем так усложнять, собрал гритеров, поставил все, никакой контроль ты не словишь на этого антимага. Но в нежити это плюс то, что у вас появятся скелетоны, а соответственно вот эти вот зомбаки, которые будут возрождаться, там трехзвездочные, двухзвездочные, это соответственно урон по шахматисту вражескому. То есть, ага, ну благо здесь Маморы нету, я в принципе это могу пережить. Маморы нет, все в принципе хорошо. Была бы здесь Мамора, у меня бы уже челюсть отвисла на бикрень. Но Маморы нету, и слава богу. Потому что вот этот Любе уже бы собрал себе антимага в 3 звезды. Потому что на 10 уровне ему бы упала Мамора. Ой.
У меня аж, ну, я думаю, заметили, челюсть, точнее не челюсть, а губы, язык, челюсть, горло, воздух, ну, просто не хотят они выговаривать вот эту вот мамору. Вот не хотят. Ну ладно, окей. Короче, идею вы поняли по поводу антимага. С Манки Кингом почти та же самая тема, только там даже посох третьего тира не нужен. У вас есть Манки Кинг, ему достаточно гиперстона, и вот прикиньте, вы кидаете свою палку, а у него там крит плюс стан, то вы ну, просто будете уничтожать и унижать все и вся. Во-первых, контроль, во-вторых, вы будете толпу народа выносить. То есть все то, что доктор прописал. Кстати, я, наверное, чуть-чуть богов поставлю. Даже вот так вот сделаю. Я возьму немножко уровня и поставлю богов. Я думаю, это будет получше. Во-первых, у меня винга будет прыгать намного чаще, отхил чаще будет, у меня тинкер будет кастовать свои ракетки каждые 4 секунды. То есть, ну, все как доктор прописал. Пум-пум-пум-пум. Кто для меня опасен вот в этом билде? Вот когда буду играть через нежить, кто для меня самый опасный? Во-первых, это воин. Воин через вайпера с хорошими шмотками. Это самый опасный персонаж. Боги, драконы, маги. Они моих зомбарей сметут на раз-два. Кто еще такой жесткий? Инсектоиды. Если у меня будут плохие шмотки, то инсектоиды меня в пух и прах разотрут. Просто вот, ну, съедят без специй. И плюс, когда инсектоиды перевоплотятся, точнее переродятся, короче, перевылупятся, то я им ничего сделать не смогу. Они перевылупились, я им дебаф свой от нежити не вешаю, и все, в принципе, финита ля комедия. Финита ля комедия. Я, кстати, наверное, продам этого дракончика. Как бы, хотя на самом деле, знаете, если бы здесь был Джакира, я бы этого дракончика оставлял. Я бы мог собрать еще 3 мага. То есть у меня был бы билд 9 нежити, 3 мага, 3 дракона. Прекрасно. Чуть-чуть, знаете, на тоненького чуть не сказал эту фразу, но я думаю, многие ее услышали и поняли. Мне вот не нравится то, что здесь есть антимаг. Кстати, знаете, что я вспомнил? У меня появилась интересная идея. Так как есть гнездо Маморы, можно попробовать реализовать раннюю АТБшку. Поэтому смотрите, ребят. Давайте так. 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовывать керри ТБ. Не знаю в каком исполнении, но в принципе либо это будут тролли-ведьмаки, либо же это будут волшебники, убийцы, ТБшка в 3 звезды. То есть, короче, вы поняли идею. Давайте так. 50 лайков, я реализую керри ТБшку. Если хотите это увидеть, естественно, лайки. Ребят, лайки ставим. Не стесняемся. Все зависит от вас. Там, кстати, кто там? Кто-то мне винстри готовит, на секунду. Тимада. Ну что, Тимада, ты готов? Ты готов мне подарить мой винстрик? Готов? Сейчас я буду, ща я приду. Сладкий мой ты. Готовься. Готовься, мой сладенький. Ща я буду. Ща я буду. Брей ноги я в дороге. Понял, нет, не брей ноги я в дороге. Там охотники. Это опасно. Это опасно. Охотники меня могут стереть в порошок, потому что если там будет много тычек у него прокнутых, то все. Зря я это говорил. Блин, да неплохо мне идет пока что нежить. Я пока что доволен. Рандом мне благоволит. Я, кстати, не знаю, может вингу в двойку поставить обратно на мобов. Типа прикольно, когда есть этот конь, но он у меня в единицу, а винга все-таки не как стан дает. Хотя там 3 юнита, плюс хпшка, плюс это танк. В принципе, может пожить. Я надеюсь, у него там не будет 6 охотников на момент нашей встречи. На нашем свидании. Блин, мне на самом деле вот какие артефакты вообще нужны? Шлем РС и награда гоблинов. 2 артефакта, которые мне необходимы кровь из носа. В принципе... Блин, там эльф. Эльф это проблема. Эльф это проблема, потому что у него есть антимаг. Из-за того, что у него есть антимаг, он меня будет а-та-та делать. Ну, знаете что? Я пока как бы... Хотя, я думаю, с вингой бы так же самое было. А могу я поставить сейчас 6 нежити? Просто стол у меня будет слабее или сильнее? Я думаю, будет слабее. Хотя, наверное, сильнее, потому что минус 40% здоровья все-таки как-никак. Серьезно?
Я возьму эту косу и заюзаю ее только тогда, когда придет время. Когда придет время, тогда и заюзаю. То есть, смотрите, я сейчас вот посмотрю, выиграю я раунд или нет, и заюзаю эту косу. Я сейчас с Тимада должен попасться. Блин, он 6 охотников Он мне... Ну, все, я понял. Я понял. Не бей. Не надо. Не надо, пожалуйста. Не так сильно. Не глубоко. Самое обидное то, что я отдал ему винстрик. Вот это вот... Боже, как меня бесят люди на охотниках. Это не из-за того, что я проиграл. Нет, они меня в принципе бесят, эти охотники. Шмоток мало. Собирал 6 охотников ранних. Все, ты выносишь почти любой стол. Почти. Но выносишь. Без единого шанса на помилование. Вот выносишь и все. Это обидно. Немножечко обидно. А где друиды? На своем поле я получу 2 опыта, на вражеском 4. Ну, в принципе, окей. В принципе, окей. Идите в баню, короче, вы. И ты иди в баню. Иди отсюда. Я обиделся на вас. Угу. Смотрите, как антимаг сейчас взорвет весь мой стол. Смотрите. Так, Тинкер. Ага, понял. Молодец, Тинкер. Как и рассчитывал. Куда надо кастанул свои. Понял. Тинкер красава. Мне нравится, как он свои ракетки кидает. Антимаг. Сделал пару тычек, 2000 урона мне нанес. Спасибо. Спасибо, дорогой мой сладкий. Наверное, все-таки стоило пуджа оставить и поставить себе фул нежить. Ну, 6 нежити. Думаю, под 6 нежитями было бы все получше, но из-за того, что у меня просто здесь есть 2 двойки, точнее даже не 2, а 4 двойки на моем столе. Не знаю, короче. Не знаю. Может, сейчас мой стол сильнее, хотя минус 25% хп как у моих, так и у вражеских, но просто у меня здесь реально есть 4 двойки. И благодаря этим 4 двойкам, я думаю, что я посильнее как-то буду, нежели у меня был бы дебаф минус 40% хп на вражеские столы. Хотя, черт его знает, как оно было бы сильнее, вот объективно. Так, понял, Джаггернаут раскрутил всех моих. Угу. Тут насумонил. Угу. Да. Спасибо, Тинкер. Красава. Во. Когда надо, ты ракетки не юзаешь в лоу хпшных, когда не надо, ракетки будь здоров летят. Просто по заказу. Гений. Кстати, Любе там держит винстрик, благодаря антимагу. Удивлен ни грамма. Ни грамма не удивлен. Просто смотрите, какой у него стол, и благодаря такому... Просто если бы не было антимага, то он бы не имел винстрик. Но я думаю, сейчас к нему, он придет к этому охотнику, отдаст винстрик охотнику, охотник будет там вообще пировать. Думаю, охотник себя чувствовать будет припеваючи. На самом деле, я вот сейчас на мгновение задумался, а где моя Тракса и где моя Муэрта? Алло, бог рандома. Проснись и пой, как бы уже пора. Ну, чуточку, но пора уже как бы мне насладиться. Понял, принял. Меня еще и эти вынесли. Угу. 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 Ну ладно. Ладно. Минус 5. Минус 5. Чё-то как-то ситуация из хорошей превратилась в ужасно. В ужасную, точнее, не в ужасно. Да и ужасно, в принципе. Какая разница уже? Какая разница, как называть эту ситуацию? Все плохо. О, понял. Чел нашел жезл Кира. И сейчас будет абузить там Марфа. Марфа через богов. И плюс жрицу. Богиню света. Но у него хотя бы там 10 лустрик. Ну, он, по-моему, на баночках сидит. Ну, ничего страшного. Я думаю, он вылетит раньше. По крайней мере, я хочу, чтобы он вылетел раньше. А вот как оно будет... А, понял. Там жесткий у него стол. Очень жесткий. Но самый жесткий здесь охотник, который топ-1 держит. С 10 винстрикта.
Вот, знаете, вот сейчас я понял одну вещь. Сейчас, секундочку. Раунд пройдет. Я думаю брать уровень. Сюда. Сюда. Так, а ну-ка гуляйте лесом. Все, ну-ка выставляю свое супероружие. Вот так. Не, ну так мне больше нравится. Так мне нравится больше. Не знаю, я когда такую расстановку сделаю, думаю, это будет неплохая расстановка. Так, что у меня по предмету? Хрень какая-то. Да. Кстати, вот этот Святой Грааль отлично работает на этого коня. Вдруг, кто не знает, когда он расплодится, у него будет же еще 2 дополнительных юнита. И Святой Грааль будет их регенить ему не 15 хп, а 45. Ну, я думаю, это и так понятно, потому что у него еще 2 юнита засумонились. А неплохо так Святой Грааль мне помогает сейчас. Либо же мне везет пока что, либо же реально неплохо помогает. Надо было, наверное, раньше выставлять себе нежить. Так, вот Джи прервал. Кто бы сомневался, что ты отдашь ему винстрик? Ну, кто-то сомневался, что он отдаст винстрик сейчас охотнику? Я думаю, никто не сомневался. Да. Знаете, я уже как бы не жалею о том, что пошел нежить. Получается, буду повелителем мертвых? Интересненько. Не, мне реально пока что... Я удивлен. Мне реально пока что. Да, мне не нравится вот этот бог-дух. С морфом в 3 звезды. Понял. У него там еще и богиня почти в тройку. Соберет богиню в тройку, у меня начнутся проблемы. Да не только у меня, у всех начнутся проблемы. Хотя охотник его должен выносить. Но тоже у него будет немножко духов там, поэтому, думаю, охотник... Да не, охотник его должен пока что выносить. Так, мне нравится. Я, кстати, выйду немножечко из инкама. В принципе, я могу этого коня продать. И я буду... Ну, я думаю, стоит все-таки взять 9 уровень. Все-таки на 9 уровне я смогу поставить 9 нежити. И на 9 уровне я буду ролиться, когда у меня же, соответственно, будет легендарная фигура на 3... Ну, 3% будет выпадение, короче, на легендарке. Капец, ему чуть-чуть не хватает для того, чтобы Марса в тройку собрать и богиню. Ну, если соберет за 2 раунда, то я думаю, он зайдет в топы, потому что у него есть Морфео мейн керри. Не дай бог ему упадет посох 3-го тира, будут проблемы. Проблемы будут у всех, не только у меня. И на самом деле у меня ситуация нормальная. 73 хп, 18 раунд, все ок. Так, наблюдаем. Пока что у него жезла, точнее посоха 3-го тира нету, все более-менее замечательно. Пока что. Пока что. Я думаю, даже сейчас вынесу его. Да, вынесу. Отлично. Или нет? Да попадайте, Лю, ну там 25% мясов всего лишь. Так, плюс 5 опыта. Прекрасно. Тракса, наконец-то. А Муэрта будет? Кстати, где Муэрта? А вы там не... Ну, у вас там нормально все? Муэрта где моя? За 19 раундов мне ни разу Муэрта не пришла. За 19 раундов. Собирают ее только топ-1. Только топчик собирает сейчас Муэрту. И то она у него в 2 звезды. А моя Муэрта где? А ну-ка, давайте все вместе поможем найти Муэрту. Бог рандома, давай. Не подведи, падло. У меня, кстати, пока что 2 бога. Наверное, из-за того, что у него 2 бога, я его и выносил. Ну, кстати. Вот опять. Ну-ка, ну-ка. Да. Чувствую, топ-1 здесь займет охотник. Знаете, я вот сейчас только осознал, вот, ну, я забыл то, что я до этого говорил, но
Сейчас, помните, когда я, короче, в моменте там сказал, что я осознал одну вещь? Так вот, я вспомнил, что я осознал. У меня на самом деле из-за эмоций вылетела эта мысль из головы, но сейчас я ее четко помню, и сейчас я вам ее озвучу и скажу. Во-первых, когда я играю на охотниках, вот самое жесткое, против меня соберется 7 воинов. 7, мать его, воинов. Когда кто-то играет на охотников, ни одного воина я не вижу на горизонте. Вообще ни одного. Заметьте, ни одного реально воина тут нет. Сказать, что это трэш, это все равно, что ничего не сказать. Кстати, плащ-пальто я оставлю, потому что плащ-пальто мне надо. Плащ-пальто будет защищать меня от магического урона немного. Хотя, может, его и рольнуть. Не знаю. Так, что по реликвиям? Ну, я возьму метаморфоз. Будет классно, если ко мне Лич в двойку придет. Это все мечты. Криты на самом деле мне не особо нужны. Если быть откровенным, то криты мне не особо нужны. Эх, чувствую, что мне не получится сыграть через Муэрту, и мне придется как-то выкручиваться. Ладно. Да. Но я не этот предмет ожидал так-то. Ну не этот. Блин, на самом деле, вот если объективно так... Ой-ё. Один играет в 6 духов, второй играет в 4 бога. Ну там жесткие у него 4 бога. Ну, Марса мы не считаем, это танк. Это реально огромный танк. Но во всем остальном чел там жесткий стол собрал. Морф в тройку, богиня в тройку, Марс в тройку, Гримтач в тройку. Соберет Лину в тройку, то там все, там разрыв. Там Лина будет каждые, сколько там, каждые 2 секунды накидывать свой скилл. Это плохо. Ничего себе! Вы гляньте, кто в гости пришел. Обалдеть. Обалдеть. Всего лишь 22 раунд. Ну, 21. Ладно. Ладно. 21 раунд. Всего лишь 21 раунд ко мне пришла Муэрта. Это самый ожидаемый персонаж 2025 года. Муэрта. На 21 раунде. Угу. Чего? Энигма? В 2 звезды? Но тут прям смотришь на его стол, прям захватывает. Благо у него 7 хп осталось. Вот реально благо у него 7 хп. Я надеюсь, его кто-то довынесет. Надеюсь, ему придет этот охотник и снесет ему все табло. Так, антимаг. Зверский антимаг. Ага. Понял, 2000 урона. Ого. Я тут его должен выносить. Или все, что я должен, я простил всем, да? Да не, должен. Должен. Должен его вынести. Мочи его. Ногами бей. Возьму, короче, метаморфоз юзну. Я знаю, что у меня была коса. Я поверх косы лучше метаморфоз нажму. Мне нужно как можно больше хп сэкономить. И надо ролиться. Похоже, я буду играть через банши. Банши в 2 звезды. Угу. Хотя на самом деле... Ну-ка, повезет мне? Или не повезет? Но шар бездны возьму. Шар бездны возьму, потому что есть там магический урон. Его много. Того магического урона его много. Так, это Энигма 2 звезды пришла. Давай, 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 сноси его, сноси его, сноси! Не дай ему расплодиться, пусть сдохнет. Какой я злой, а? Какой злой хомяк. Так, кристалл мана плюс 50, отлично. То, что доктор прописал. 3 хп. Ну ладно, я ему нанес минус 9, поэтому 3 хп я себе восстановил. Закономерно. Мне не нравится, что там чел идет
ну, выигрывает пока что. Мне это не нравится. Я, если что, говорю про морфа. Вот бы мне сейчас Лич в двойку пришел. И Спектра в двойку. Там эльф есть огромный. Я, наверное, буду реально играть через магический урон. Мне уже нет смысла здесь играть через Муэрту. Тут, я думаю, все прекрасно понимают, то, что мне собирать Муэрту здесь нет смысла. Ничего себе ты там огромный. Ты там растишку хаваешь или чё? Во время игры. Так, бог-орк. Ой-ё, с огнимом. Но у него хотя бы отхила нет. Это единственная радостная новость. Но это ему не мешает меня вынести, да? Я понял. Просто чел с одним аганимом меня снес табло. Зачем играть на нежити, когда можно играть боги-орки через орка-жреца? Чел насумонил толпу. Ничего. Норм. Эх. Ну, ситуация кринж. Особенно, когда я вижу там антимагов 2 звезды. Хотя бог-дух меня как-то тоже особо не радует. Вообще не радует. Честно, волнуюсь. Я волнуюсь, потому что это моя первая игра на нежити. И если она будет сейчас у меня блином комом, то это будет ну, не очень хорошо. На самом деле, так сложно играть стало на некоторых билдах из-за того, что есть вот это вот гнездо Мамора в первую очередь. Во-вторых, есть один сломанный персонаж, это антимаг, который вообще плевал на все твои сборки, на все твои идеи. Он просто может их взрывать на изи. Ну, и естественно, если у вас нету какого-то там супер сильного стола. Ну да. Одного мало, два шара бездны, окей. Все, ребят, все уже понятно. Все уже кристально чисто и понятно то, что у меня сегодня будет. Серьезно? А так можно было? Да плевал я на эту мэрту, плевал я на этих охотников, просто с высокой колокольни. Хоть тьфу на них, на этих охотников. А можно лича в двойку? Пожалуйста. Кому глазки построить, чтобы не лич в двойку пришел? Не знаю, я как-то так сейчас сделаю, чтобы Лич успел свою способность закастовать, потому что когда Лич закастует свою способность каски, то в принципе будет более-менее хорошо. Это урон как-никак. Так, Тимада, а ну-ка иди сюда. Давай, дубль 2, кто кого? Давай, кастуй. Лич. Чё-то как-то урона не чувствуется. Ну да. Ну извините, там снайпер прям заряженный. И на самом деле немножко неправильно у меня все-таки стол стоял. Я вингу не туда, куда надо поставил. Но вот то, что мне сейчас орк-шаман пришел, это неплохо. В принципе, знаете, как можно сделать? Можно будет взять 10 уровень и поставить орка-шамана. Хотя я, наверное, не успею этого сделать. Мне лучше всего, наверное, апгрейдиться. Надо искать банши в 3 звезды. И надеюсь, ко мне придет спектра в двойку. И надеюсь, что ко мне придет лич в двойку. Ой, в тройку спектру. В двойку. Или я сказал в двойку. Серьезно? Ну, благо там Джаггер в 2 звезды. И благо у него нет никакого отхила. У него есть огним и есть посох 3-го тира. Это огромная проблема для меня. А, ну все. Все, каюк. Каюк, потому что невозможно антимага остановить. 7000 урона молодой нанес. Да. О, спасибо. Траксам двоечку. Классно так. Я буду ролиться. Не Муэрта тут как тут. Спасибо, конечно.
Отлично. Прекрасно. Давай, давай, давай. Блин. Я, наверное, яйцо в Лича закину. Я в Лича как-то побольше верю, нежели в Банши. Тут, не знаю, у меня как-то доверие к Личу намного больше, чем к Банши. Хотя мы сейчас посмотрим. Посмотрим, как Лич себя реализует. От этого отталкиваться будем. Но пока неплохо его... Неплохо его каски только что залетели чуваку по мордам. Давай. Шикарно. Банши в 3 это адекватно. 4, кстати, стака набил Лич. 3000 урона. Так, ну тут снайпер реально заряженный, с маской, все как надо. Но теперь я более-менее уверен, то, что я смогу и бога орка затащить. Хотя, если бог орк найдет отхил, единственное, кого я смогу затащить, это... Я даже не знаю, как это культурно сказать, кого я смогу затащить. Бог дух это сильно. Знаете, в чем плюс этого бога духа? Для меня. Из-за того, что у него много троек. Из-за того, что у него много троек, то, соответственно, будет много трехзвездочных зомбарей. Это то, что прям не надо. Кстати, уважение челу. Чел из говна и палок добрался как минимум в топ-4. А он был в самом низу. Поэтому ему уважение. А ну-ка сюда. Так, дубль номер 2, Лич, давай. Тук-тук-тук. Все, конечная? Конечная? Давай, давай, вздыхай, вздыхай, снайпер. 20 инстрик. Это все мне? А вот была бы Банши, я бы затащил. А вот если бы я сейчас закирил Банши, я бы затащил. Знаете почему? Потому что у нее было бы тонна урона в одну цель, и вряд ли бы снайпер смог перехилить это все. Хотя на самом деле там очень заряженный снайпер. Во-первых, у него есть 3 палки, Мьёльнир, Гиперстон и маска 5 тира. Ну, по сути, это все, что ему... Да ну это кринж какой-то. Так, охотник. Убей его, уничтожь этого бога-орка. Я этого бога-орка никак не смогу вынести. Из-за того, что у нее есть маска 5 тира. Круть верть этот. Знаете, ненавижу вот этого Джаггера. Ненавижу. Тварь, а не Джаггер. Но больше всего все-таки я ненавижу этого охотника. Тут, кстати, он Дума собирает. Я надеюсь, он Дума собирает не против меня. Хотя на самом деле, ну да, он может закинуть свой Дум в Банши, и у меня Банши не будет откиливаться со своей способности. Но на самом деле мне Банши не хватает все-таки отхила. Там масочки 5 тира, догончика. Хотя лучше всего, наверное, БКБ. Антимаг это, конечно, хорошо. Возьму Дискорд. Дискорд явно плохим предметом не будет. Шлем РС, окей. Не, скипну. Ладно. Классный предмет. Точнее, классная реликвия. Мне как-то, знаете, в Телеграме скидывали скриншот, когда чел закинул реликвию в какую-то фигуру. Ну, это баг был, но сама суть то, что он закинул эту реликвию в фигуру. И она у него была предметом, он не мог ее никак активировать. Короче, ничего не мог с ней сделать. Вообще. Это на самом деле было, ну, смешно. Ему, думаю, не очень смешно было, но я так, повеселился. Вы прикиньте, и реликвия в фигуре. Это забавно.
Давайте так. Я вот сейчас так думаю, сижу, как бы лучше и чтобы лучше было, но... Ставите видос на паузу и пишите в комментариях, какой процент ставите, что я зайду в топ-3. Так, ну тут невозможно Джаггера уничтожить будет, потому что у меня много магического урона. Если бы у меня был физический урон, я бы его вынес без единого шанса. Но так как у него есть там Аганим и маска 5-го тира с жезлом посоха, ну, точнее, с посохом 3. А, все, понял. Невозможно. Как я сказал, его невозможно будет уничтожить сейчас. Чисто... А где его Аганим? А где его Аганим? Винстрик прервали? Охотнику слили винстрик? Серьезно? Чисто Лич живет. Жесткая бита. Но у меня отхила никакого нету. Он живет чисто из-за того, что у меня есть шар бездны и вот это плащ-пальто на магический деф. Чисто из-за этого живет. Ничья. Отлично. Ничья. Не знаю, что можно такого добавить еще сверху. По сути, бога орка выносит. Кого мне следующего опасаться? Ой. Понял. Мне следующего опасаться это Марафа. Охотника я не знаю. Я охотника должен сейчас, по сути, выносить в пух и прах. То есть охотнику я не должен оставить сейчас ни единого шанса. Сейчас от охотника должны остаться одни кизяки. Я сейчас, кстати, следующий раунд попробую все-таки банша закерить. Души, 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 души. Какой больной жрец? Какой больной жрец? 2 хп, окей, ладно, 2 хп, окей. Так, с богом орком разберутся? У бога орка 2 хп. Мальдита КК. Так, я так понял, мы этого молодого разозлили жестко. Сейчас он нам что-то такое покажет. Мне аж интересно, что он там такое сейчас нам покажет. Орк-шаман, это проблема. Короче, будем пробовать банши керить. Не знаю, я как-то в банше более уверен, нежели в личе сейчас. Да, лич прикольный, классный, но под него мне нужно, наверное, гримтач все-таки апать. Был бы гримтач в 2 звезды, я бы, в принципе, взял бы 10-й. Я, кстати, забыл совершенно за спектру. Где моя спектра? Где моя спектра? Так, охотник. Ну-ка сюда, молодой. Ты уже больше не такой мощный. Все, у меня шмотки в банше, поэтому твой снайпер 1 на 1 не сможет вынести. А, понял, у меня там дум висит, походу, или что это? Так, ну-ка, поехал урон. Сколько? Минус 21. Так, бог орк откис. Бог орк откис, это хорошие новости. Это замечательные новости. КК. Ой-ой-ой, все, мы молодого разозлили. Все, мы разозлили его. Все, нам будет всем сейчас кирдык. Нас всех сейчас порвут. Ребята, я надеюсь, через монитор чувствуется этот страх, да? Если чувствуется, пишем в комментах, что чувствуется. А так очень страшно. Мы его разозлили. Мы его разозлили. Играет на мете. Воинов против него никто не собирал, а мы его разозлили. Но там, конечно, Моров ужасный. А знаете, чем ужасный? Тем, что он об моих зомбарей будет стакать свой посох 3-го тира. Плюс у него боги, он будет прям рвать и метать. Так, поехали, поехала. Банш поехала, смотрим. Ничего себе тому баншу урон. О, провидец, спасибо. Боже, я... Как тебе повезло, что ко мне сейчас картинка пришла. Как же тебе повезло. На самом деле, если бы сейчас не пришла картинка, вот этот вот бог-дух бы, он отлетел. А знаете почему? Потому что у него инвокера 2 звезды. Инвокер только что 2 раза на меня ветра закинул, и тем самым спас меня.
Я баншой уничтожил его половину стола. Чё-то пока как-то он, ну, не страшно. Ребят, вам страшно от того, что там он писал КК? Сейчас сейчас вас порву. На самом деле мне не хватает для банши двух предметов. Это рефрешера и маски 5 тира. Хотя не, рефрешер... Хотя не, рефрешер тоже хорошо. Маска 5 тира и бессмертие. Вот этих предметов мне кровь из носа не хватает. А чё у тебя такой дамаг, банша? Она реально жестко дамажит. О май гаш. БКБ это мне надо. Это нам надо. Это нам надо. Это нам точно надо. А, блин, я же богов никак не смогу поставить. Даже бы если сильно захотел, то я вряд ли богов смогу хоть как-то поставить. Хотя и гримтачи тоже, наверное, пока что ставить не буду. Больше минусов, наверное, будет, чем плюсов. Хотя пока что пусть стоит. Пока... Ой. Там такой мур большой. 20 стаков на посохе. Цепочка 4 тира. Хоть у меня и есть БК... Хоть у меня и есть БКБ, но я что-то более чем уверен, что этот мур может меня порвать. Сейчас мы это посмотрим. Давай, Инвокер, подымай. Мне срочно нужна твоя помощь. Спасибо. Спасибо. Еще раз засейви. Еще раз засейви. Сейчас, смотри, я юзаю способность. Сейви меня. Ах ты ж падла, ты сдох уже. Так неинтересно. А реально от банши... Посмотрите, сколько у нее духи дамажут. Блин, жалко мне нету маски 5 тира. Сдох, сдох, сдох. Боже, я остался с челом, который сейчас писал о том, что нам всем хана. Ну ладно, он не писал, что нам хана, но он писал, что всем ГГ. Все, все, ок-ок. Я взял хекс, хотя зачем я взял хекс? Наверное, я сделал ошибку. Я настолько обрадовался сейчас, что взял хекс вместо аганима. Хотя на самом деле аганим бы я мог закинуть в лича. Это было бы намного импактнее. Я надеюсь, это никак не повлияет сейчас на победу. Дико надеюсь, что это сейчас никак не повлияет на победу. Давай, 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 ну смотрим. А, Лич получил Дум, отлично, мне нравится, хорошо. То, что получил Лич Дум... Ну да, я думаю, раз Лич получил Дум... Все, пока, пока, пока. Все, батя. Повелитель мертвых в студии. Получается, банша еще может под хорошими предметами. Это красиво. Закирил Манки Кинга под гритерами и думал, что он сейчас их вынесет. Но не тут-то было. Не тут-то было, дорогой. Против тебя тут супер скилловики играют. Ладно, то сейчас еще покажется, что я слишком сильно ЧСВшу, хотя на самом деле я рад, что я его так вынес. Я рад, безумно рад. Даже если бы я занял топ-2 против вот этого бога духа, я был бы рад, потому что чел в конце начал жестко ЧСВшить вот этот вот на Тимада. Он реально ЧСВшить в конце начал. Такой, ок, я вас всех сейчас уделаю, смотрите, как я могу, сейчас я перестроюсь, вам всем хана. Да. Ладно, все, ок. Что я хочу сказать? Я думаю, вы прекрасно видели по мне то, что я получил тонну эмоций от этой игры. И в действительности это так. Я получил море удовольствия. Во-первых, в моменте, там где-то в половине игры, я уже разочаровался жестко, потому что мне не приходила Муэрта, мне не приходила Тракса. Моему противнику, который играл на охотниках, приходило все, что он хотел. И меня больше всего взбесило то, что где хоть один воин? Где хоть один воин? Почему я, когда играю на охотниках, против меня 7 воинов сразу? Вот что за закон подлости? Вот напишите в комментах, у кого-то такая же тема, когда вы играете на охотниках, против вас сразу 7 воинов, когда кто-то играет на охотниках,
воинов просто тишь да гладь, ни одного нету. Но на самом деле, я отдаю уважение вот этому чуваку, который играл в топ-3. Он был на самом дне. Он реализовал жезл Киры по максимуму, собрал себе Марфа в тройку, собрал себе богиню в тройку, собрал себе Марса в тройку, Гримтача. Но на самом деле, мне кажется, ему не хватило все-таки как-то докинуть, ну, Лину, наверное, какую-то под Гримтача в тройку. Может, Дума даже лучше. Я думаю, даже Дум бы намного лучше зашел. Все-таки как-никак это ХП реген режет. Накидывает Silence. Но вот то, что он закинул инвокера, для меня это был огромный плюс. Благодаря этому инвокеру у меня Банша закастовала свою способность, пока она там летала в этом, ну, в этом воздухе, в ветерке, в урагане, как это еще называется, в смерче. Вот. Пока она там летала, ее души дамажили, или как этот скилл называется. Ну, короче, вот эти вот шарики они дамажили, и, соответственно, возрождались зомбаки. Короче, я даже знаю, как называть этот билд. Это будет билд называться так. Живые против мертвых. Либо, и не знаю, хотя... Ладно, короче, как-то придумаю. Но то, что Банш так дамажила, мне понравилось. Я даже знаю, как можно ее попробовать в следующих роликах реализовать. Добавить мне нечего. Вот, конечно, Тимада ему жестко везло на охотников, его никто особо не контрпикал, да, там собрали духов, но это все как бы, ну, я думаю, все сами прекрасно понимаете, как это называется. Ну, в принципе, все. То, что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду собирать ТБшку. Буду его реализовывать, не знаю, либо под троллями, либо же через убийц волшеб. Короче, я придумаю, как их реализовать, и как его реализовать. Их. Не, ну, в принципе, это и их можно назвать, потому что ТБшка, он не один, а их несколько будет, когда я его соберу в тройку. Ну, короче. Реализация Кири ТБ от вас 50 лайков. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставить свой лайк, комментарий, а также подписываться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!